Добро пожаловать на канал Гудзик DIY. С вами, как всегда, Катя. И сегодня хочу предложить вам сделать такой не совсем обычный новогодний декор. Вот таких вот симпатичных снеговичков. Винтажных, под дерево. Не знаю, как вам, но мне такой декор очень нравится. В таких вот приглушенных тонах, когда цвета не белоснежные, не яркие, такие приглушенные, как будто выцвевшие действительно со временем. Причем на этом снеговичке, когда я покрывала его лаком, даже немножко стерлась краска, потому что я ее тонким слоем наносила, даже решила его не подкрашивать. Можно было бы, но мне кажется, что так даже вообще вполне органично смотрится. Ну что, давайте приступать. Основание буду делать из шпаклевки или строительного гипса. В качестве формы я взяла обычный пластиковый стакан. Спустя сутки, когда гипс немного застыл, можно извлекать заготовку из формы. Для придания фактуры срезаю тонкий верхний слой. Подсушиваю еще пару часов и делаю новые срезы. Чем суше шпаклевка, тем более четким получается срез. Чтобы гипс не осыпался и не пачкал поверхности, его нужно загрунтовать. Для этого подойдет разбавленный клей ПВА или готовая строительная грунтовка. При монтаже я решила разделить снеговиков на две части, иначе видео получилось бы слишком длинным. Второго снеговичка постараюсь выпустить в ближайшее время. Несмотря на то, что я разбавила акриловую краску ПВА для полупрозрачности, слой все равно получился довольно плотным, и острые грани, которые я надрезала, видны не так явно, как мне хотелось бы. Так что если вы уже покрасили заготовку и результат вам не очень понравился, всегда можно срезать лишнюю краску. Тонировка масляной пастелью мне нравится больше. Она подчеркивает все срезы и создает эффект резьбы по дереву. Собственно, чего я и хотела добиться. Голову, как и все остальные элементы, буду лепить из своей любимой массы для лепки воздушного пластилина. По ссылке в описании вы можете посмотреть видео, где я очень подробно рассказываю об этом материале. Вообще воздушный пластилин предназначен именно для детского творчества, поэтому имеет довольно яркие цвета, которые не очень вписываются в мою задумку. Поэтому я люблю смешивать их между собой, чтобы получать нужные оттенки. Пластилин хорошо склеивается между собой, но место крепления с основой нужно хорошенько промазать ПВА. На шарф я тоже наношу фактуру, приминаю его в нескольких местах, как будто и он вырезан из дерева. Немножко высветляю коричневый пластилин сухой кистью. Мне не хочется полностью перекрывать его цвет, потому что у него такой приятный теплый оттенок, напоминающий дерево. Но снеговик все-таки не должен быть коричневым. На варежки и шарф наношу серо-зеленую краску сухой кистью. За счет разного цвета пластилина и результат тоже получается разным. Но так все элементы гардероба хорошо сочетаются между собой.
Добавлю еще сверху теплый оливковый оттенок. Он еще очень выигрышно выглядит в сочетании с красным цветом. В одном из недавних видео я оформляла шарфик пингвину именно в таком цветовом сочетании. К этому же цвету добавила коричневый и затемнила некоторые участки. Мелкие детальки лучше крепить на проволоку, потому что, например, при падении мелкие кусочки пластилина могут откалываться. Личико можно нарисовать акриловыми красками или перманентным маркером. Достаю свою любимую корзинку с листиками. Приклеиваю маленькие кусочки на рельеф. К зеленому пластилину домешала капельку черного, чтобы он не сливался с шарфом. И пока листики сохнут, сделаю шляпу из тонкого картона и колпачка от клея-карандаша. Оклеиваю пластик салфетками, чтобы закрыть резьбу, и краска так будет лучше ложиться. Я хочу сделать фактурную краску. У меня осталось немного черного песка от набора песочных аппликаций. Обычный песок тоже подойдет, или его можно заменить обычной пищевой содой или шпаклевкой. Добавляю ПВА и акриловую краску. Теперь наношу эту смесь в 2 слоя с промежуточной просушкой. Приклеиваю шляпу на термоклей, но только после того, как детали хорошенько просохли, иначе термоклей не будет держать влажные поверхности. Листики подсохли, и я собираю их в цветок пуансетию. Скрепляю лепестки кусочками пластилина и клеем ПВА. На шляпу приклеиваю тесьму, подходящую по цвету. Еще я хочу сделать имитацию деревянного спила. Если у вас есть такой спил, то подставку можно сделать из него.
манжетах сделала такую же фактуру коры. Сделала еще листиков и решила шляпу украсить таким же цветочком. Кора уже немного подсохла и можно приступать к ее окрашиванию. Я выбрала несколько коричневых оттенков. Наношу их неравномерно, оставляя проплешины и также не дожидаюсь полной просушки слоев, чтобы краска немного смешивалась между собой. Так получается более натуральный вид, ведь и настоящая кора имеет не однотонный окрас. Тонирую и цветочки, которые пока очень выбиваются из цветовой гаммы. Чтобы сделать снеговичка более нарядным, сухой кистью по рельефу наношу бронзовую краску. Я нанесла такой тонкий слой акрила, что при покрытии лаком над глазом снеговика немного слезла краска. Сначала я даже хотела подкрасить это место, но потом посчитала, что такой эффект очень неуместно выглядит на винтажной статуэтке. А фактуру на шляпе выделяю черным металликом. Но можно белой краской выделить эти песчинки, тогда шляпа будет выглядеть заснеженной. На дно можно приклеить кусочек фетра, картона или фоамирана, чтобы не царапать поверхность. У меня на канале есть еще ангел в подобном стиле, ссылку на него вы найдете в описании под этим видео. Напишите в комментариях, какой еще декор в такой технике вы хотите увидеть. А мы с вами увидимся уже очень скоро.